даже некому сказать, что нужно как-то помочь. Бывают взлеты, бывают падения, а бывает то, что называют концом. Очень холодно, весь мокрый. Мне тупо проткнуло ногу. Это пиздец просто. К этому невозможно привыкнуть. Мучаюсь, потом иду дальше. Дружище, поверь в себя. Знаю. Иначе никто больше в тебя не поверит. Просто не могу. Ни через боль, ни через что. Сейчас вышло солнышко наконец-то. Я готов продолжать путь. Есть, конечно, только один минус. То, что вчера, когда я прыгал через реку, я немножко травмировал коленку. Надеюсь, что она не сильно помешает мне в сегодняшнем переходе. Все казалось не так сказочно, как я думал. Я прошел буквально 100 метров с рюкзаком и понял, что это прям будет очень тяжело. Я посоветовался с людьми, которые здесь работают. Они мне сказали, что ты в целом можешь пройти сегодня 30 километров по горам и оказаться в том месте, где есть более-менее какая-то цивилизация. Там как минимум будет тебе безопаснее, как максимум ты сможешь уехать оттуда стопом. Я сейчас думаю над этим, потому что 30-ка по горам это реально много. Но посмотрим, как будет по состоянию. Для себя я, честно говоря, уже вынес мораль всей этой басни. Если собираешься в поход на большие расстояния, то, как минимум готовься перед этим. Потому что составы просто не привыкли к такой деятельности. И когда ты все время работаешь за компьютером, сидишь и ничего больше не делаешь, то это прям может очень катастрофически сказаться во время похода. Вот что у меня и произошло. Хромаю, в общем, на одну ногу. Шагаю кое-как. Не быстро. Более-менее нормально идется, хоть и больно. Оу, ребят. Переход реки вброд. Я люблю холодный климат больше, чем теплый. Но переходить через ледяную реку, которая течет с ледников, мне кажется, так себе удовольствие для любого. Судя по тому, с какой осторожностью идет тот чувак, мне кажется, что это очень-очень неприятно и больно. Так, ну ладно, чё, ребят, погнали. Ух, ёшкин кот, какая она ледяная. Кажется, что медленно течет, на самом деле ни хрена. И она очень холодная, ты просто не чувствуешь ног. Ох, это пиздец просто. Там градуса 2 от силы. Когда выходишь из нее, просто кажется, что ноги горят. Ух, они просто отнимаются. Знаете, я вот всегда читал, что когда корабли терпят кораблекрушение, люди, которые попадают в воду, способны прожить в ней не более 2 минут. Действительно, холод — это смерть. Охренеть, чуваки. Что я сейчас вижу? Видите, вдалеке огромная-огромная белая гора. Это ледник. Я не знаю, какая у него протяженность, мне кажется, сотни километров. Но вообще ледник тут ни при чем. Это просто форма, в которой скрыто содержание, масштаба, величия. Каждый трактует по-разному. Но остаться безучастным просто невозможно. В такие моменты понимаешь, насколько же человек мал перед своим создателем. Так, вы чё, серьезно, что ли? На тебе уже следующее. И как назло, блин, она в 2 раза длиннее предыдущей. Ох, ёпта, блядь. Ой, это пиздец, блядь. За что мне все это, я вообще не понимаю. Блин, ну девчонки смеются, им весело, да? Да, весело. Весело, да. Вот, а мне нифига не весело. Мне, блин, стрёмно и холодно.
Ребят, просто посмотрите, какой фарш происходит. Пейзажи меняются буквально каждый час. Вот только-только шли по зеленой долине, а сейчас тут какое-то бесконечное вымершее пространство. Вообще ничего нет. Ни одного кустика, ни одной травки. Все в камнях каких-то. Кажись, дошел до первой хижины. Спасибо этому дому, идем к другому. Половину пути позади. Надеюсь, успею до ночи. Смотрите, передо мной вон там находится вулкан, который называется Катла. А вот здесь нарисован радиус поражения в случае извержения. Иными словами, если что-то пойдет не так, и он вдруг бабахнет, то мы здесь все, короче, нафиг погибнем. Устал, ребят, очень устал. Сейчас очень много рек. Ты спускаешься по ущелью вниз, потом поднимаешься вверх, потом снова спускаешься. Такое чувство, что это никогда не закончится. Я посмотрел по карте, осталось еще целых 10 километров, лишь бы дойти. Короче, меня спасли. You're from Russia? Yeah. Дали мне какой-то крем. Thanks a lot, guys. Они просто видели, как я шел и хромал, но они шли ко мне навстречу, и, в общем, они меня догнали и сказали, типа, чувак, у тебя проблемы? Я такой, типа, да, у меня проблемы. Вот, они мне дали какой-то крем, сказали, намажь, будет лучше. Don't worry, I think I will be okay. If you need more, I can give you more. I don't know. The pain is just at the front or also? No, the pain is like, you know, inside, and when you rotate, it's like more. Because of that, I'm going by the straight leg, like the. I don't know. I think it will be better. Maybe it won't help, but usually it helps me. So. Anyway, it will be better because I don't have the things like that. Вот такие вот добрые люди встречаются. Вот ты просто идешь, ковыляешь им навстречу, ничего не просишь, они видят, что тебе плохо, и подходят, спрашивают, чем тебе можно помочь, и предлагают что-то просто так. Капец. Не знаю, мне прям плакать хочется. Это очень круто. Я очень благодарен таким людям. Третья речка за сегодняшний день. Вообще нету никаких сил, никаких эмоций. Есть только усталость, огромная тяжесть в ногах. Я не знаю, сколько осталось до конца. Вот я сейчас даже стою, у меня ноги дрожат. Хочется просто взять, сесть и больше не вставать. Не знаю, ребят, к этому невозможно привыкнуть. Каждый раз как в первый. И такое ощущение, что ноги просто отвалятся сейчас. Здесь очень сильное течение, намного сильнее, чем там. Здесь меня просто прям сносило с места. В такой ситуации, конечно, самое страшное — это потерять равновесие и упасть. Когда переходил через речку, наступил на что-то очень острое, и мне тупо проткнуло ногу. Посижу сейчас немножечко, чтобы кровь остановилась, и пойду дальше. На самом деле, то, что мы сейчас видим, это просто удивительно, потому что вокруг меня находится лес. Исландия — это такая страна, где, в принципе, такое понятие, как лес, отсутствует. Оно просто не существует. То есть есть какие-то искусственные высадки в городе, но чтобы вот так вот в природе сам по себе рос лес, такого здесь не бывает. И больше не видел я его нигде. Ребят, что-то пошло не так. У меня заболела вторая нога. Очень сильно. Останавливаюсь, сажусь, мучаюсь, потом иду дальше. Даже некому сказать, что нужно как-то помочь. В такие моменты понимаешь, что хочется хоть какой-то поддержки, хоть от кого-то. Просто хочется описать свои ощущения, поделиться с кем-то, не знаю. Знаете, проходя через такие испытания, обнажается какая-то наша истинная сущность. Ты чувствуешь грань, которая от тебя так далеко, когда ты живешь в городе. Порой это бывает до жути мерзко. Ощущение безопасности, чрезмерное, пресное.
здесь все иначе. Холодно, больно, но настолько по-настоящему. Чувствуешь, что живешь. Кажется, дошел. Как же я люблю жизнь. Это просто дичь какая-то. Я вообще не верю, что я сюда добрался. Вообще не хочется ничего делать. Просто уснуть и не просыпаться. На пару деньков. Just stop your crying at the time of your life. Спалось, конечно, сегодня не очень. Все мышцы ноют, но это не самое главное. Так случилось то, что сегодня мой день рождения. И, насколько я помню, за последние 5 лет 3-й день рождения, который я провожу непонятно где. Конечно, все равно приятно было бы в этот момент оказаться где-то в кругу друзей, в кругу близких. Честно говоря, я не знаю, почему меня постоянно тянет к одиночеству. Может быть, я хочу казаться таким, но внутри я совсем не такой человек. Хочется праздника, хочется улыбок, хочется чего-то теплого и приятного. Почему так происходит, я не понимаю. Так вышло, что все стало очень похоже на сценарий какого-то очень-очень грустного фильма. Помните, с чего я начинал? Когда я уезжал, я хотел разобрать себя по кусочкам и собрать себя нового. Сегодня, в мой день рождения, девушка, с которой мы жили несколько лет, написала мне поздравление, в конце которого была фраза «Я тебя отпускаю». Hello, excuse me. How do you think from which place it's easier to hitchhike to the main road? Well, you will definitely have to leave Torchmark by bus. I don't have money, unfortunately. From which area it's be better to try to get the ride? It's hard. I know. It's hard. One option. You follow the river to the left until you reach a bridge. It's best for you to try to hitchhike from Bowser because a lot of cars go here. Not very many can cross the river to reach us. Only super jeeps. Сказали, попробуй сходить в следующую точку. Возможно, там у тебя будет немножечко больше шансов. Are you okay? Yeah, great. Bowser is, you can see a white tent in the distance there. Okay. That's Bowser. Cool, thank you. You're welcome. Короче, если верить голому чуваку, то Базар где-то там. Can you take me to the main road? Thank you. I can take the back in the back, I mean. Мы вчера подвозили русских. Да? Напада встретили. Сегодня, видишь, что? Много русских? Ну, немного, но как-то мы случайно на самом деле. Им деваться было некуда. Первый раз. Ага. Мы до этого никого не подбирали. Ага. Совсем некуда деваться. И мы думали, ну как мы посадим? Ага. А как-то ужались, и они там сели. Поэтому сегодня уже нам проще. Вот так бывает, да? Где-то вот вообще хрен знает где, в каких-то горах встречаются свои люди. Я на самом деле хотел полностью тропу эту пройти, которая вот там начинается. Куда она приводит? Она приводит туда вообще, в центр. И тут, короче, есть ее продолжение вот через горы. Но у меня вчера очень сильно коленки заболели. И я вообще хромаю, короче. Решил автостопить. Сложности. Да нет, ну не, я в любом случае привык к автостопу. У меня были другие планы, в общем. Сюда ты пришел когда? Сколько дней назад? 4 дня назад я забросился вон туда, в центр, и 4 дня шел через горы. Переломные моменты, как правило, возникают там, где ты полностью уничтожен, как личность и человек. Физически, но главное – морально. Одиночество оголяет нерв, помогает думать кристально чисто, принимать решения быстро, переживать то, что может тянуться годами, в секунду.
отпускать, но идти дальше с улыбкой, насколько это возможно. Значит, мы их не берем. Почему? Ну, их надо долго варить. А как эти называются? Точное название не скажу, но это близко. Нет, это волнушки. А почему их нужно долго варить? Они горькие. Не умрешь, да, если съешь? Их солят, они хрустят. И они для соления предназначены. Ага, Мы его будем брать сейчас. класс, давайте. А это тоже съедобный? Это такой же, только старый. Если его разломить, мы Ага. увидим, что он, возможно, червивый. Но нет. Но он нет, поэтому, в принципе, мы его возьмем. Класс. Че, я возьму его? Выламывай. Под корень бери как можно дальше. Я уже переломал. Ну ладно. Потрогай. Счищаешь вот это все. Окей, спасибо. Класс. Черника! Это реально черника? Да. Мы не отравимся? Нет, я обожаю ее. Она для зрения очень хорошо. Ты не ел никогда чернику? Ел. Ну, это не очень созрелая. Ну да, она такая зелененькая прям чувствуется. Ну, все равно. Короче, продолжаем двигаться дальше. Вот. Так как у меня сегодня день рождения, отметить там, я не знаю, может купить какой-то тортик. Посмотрим. Вот они удивляются то, что я просто взял грибы в лесу, нарвал их и сейчас их делаю. Why are you so curious about I take the mushrooms from the forest? Because in our, like, we don't learn it in school which ones we are allowed to take and to eat. So I wouldn't know which one I would eat. So I hope you know it. Ну, короче, у них нет такого в культуре, то, что они ходят там на выходных за грибами, там, знаете, вот это все. То есть они просто не знают, можно это есть или нельзя. В принципе, для иностранцев существуют только одни грибы, которые можно есть. Это грибы, которые вы купили в магазине. Если же ты их нарвал в лесу, это очень странно. Happy birthday! We wish you all the best. Stay a great guy and have safe travels and don't collect toxic mushrooms. Don't collect toxic mushrooms. Don't get drunk with this alcohol. And say stop when foreign people get you some alcohol. Very important. Great time. Great wishes to your mom. Ребят, походу я нажрался. Это была шутка. Все со мной хорошо. Вот, решил не идти за тортиком, потому что и так скушал много, и кушать совсем не хочется. В общем, сижу в палаточке, читаю книжечку. Пишите, что думаете, ставьте лайки, черкайте комментарии. И до скорых встреч. Пока, ребят.